Почему желания, загаданные в Новый год, часто не сбываются? В Ведах на это есть точный ответ. И сейчас я объясню, что именно важно сделать в эти дни, даже если вы вообще не верите в ритуал. Почти все делают одно и то же. Новый год мы загадываем желание, мысленно или на бумаге, а уже 1 января возвращаемся в то же самое состояние, с которым жили весь прошлый год. Те же мысли, те же страхи, то же внутреннее напряжение. И именно здесь кроется главная ошибка. Потому что желание – это не то, что вы формулируете в моменте. Желание – это состояние, в котором вы продолжаете жить после праздников. В древней индийской традиции желание никогда не рассматривают отдельно человека. Там не спрашивают, чего вы хотите. Там сначала смотрят на другое, в каком состоянии вы живете. Потому что считается, что любое желание может войти в жизнь человека только через состояние определенное, в котором он готов с этим жить. Именно поэтому в Индии желания не загадывают на одну ночь. И вообще с желаниями не экспериментируют. С ними входят в определенное внутреннее состояние и остаются в нем надолго. По сути, в индийской традиции желание – это не просьба, это выбор состояния, в котором человек готов прожить следующий этап своей жизни. И вот здесь появляется важный вопрос. Как удержать это состояние не на один вечер, а на месяцы и на весь следующий год? Но прежде чем я отвечу на этот вопрос, я хочу сделать важную паузу и искренне поблагодарить каждого, кто в этом году пришел на этот канал и остался здесь. Канал Индомания родился 7 февраля в 25 году. И за это время мы словно собрались на свет ведической мудрости, как мотыльки к огню. Сегодня нас уже больше 600 человек к концу года. И для меня вы не просто зрители. Я радуюсь каждый раз, когда вижу здесь живых, думающих и чувствующих эту жизнь людей. Людей, которые пишут, спорят, делятся, размышляют и идут этим путем вместе со мной. Для меня это не цифра. Для меня канал Индомания – это пространство живого диалога и нашего общего внутреннего роста. Спасибо каждому, кто идет этим путем рядом и несет свет этих знаний дальше. И я искренне рада, что в следующем году мы продолжим этот наш духовный путь вместе. А теперь давайте вернемся к главному вопросу. Итак, как удержать это состояние не на одну ночь, а на месяцы и на весь следующий год? Ответ может показаться очень простым, но именно в нем и есть вся глубина. Состояние невозможно удержать усилием воли. Его нельзя запомнить, его нельзя зафиксировать словами. Его можно только снова и снова возвращать в поле своего внимания. Именно поэтому в древней индийской традиции используют не обещание какое-то мифическое и даже не аффирмацию, а именно формы. Формы, которые помогают человеку каждый день оставаться в этом выбранном состоянии. И это называется принцип сакральной геометрии. Не в привычном для нас смысле картинок, а как путь внимания. Когда вы работаете с такой формой, вы не просто смотрите, вы рисуете, вы проживаете в моменте. И в этом процессе вы словно впечатываетесь в выбранный момент и выбранное состояние. И затем остаетесь с ним не на вечер и даже не на несколько дней, а в течение всего года, пока ваше внимание в вашем поле. Не для того, чтобы маниакально думать каждый день, сбудется мое желание или не сбудется, а для того, чтобы человек не вышел из этого выбранного состояния. Потому что когда состояние становится устойчивым, желание перестает быть просьбой. Оно становится естественным продолжением вашего пути. И я хочу сказать вам еще один маленький, но очень важный секрет. На самом деле не так уж и важно, в какой именно день вы решите войти в это состояние. Мы привыкли говорить о Новом Годе. Но в глубине своей Новый год у каждого происходит в свое время. Это может быть и не декабрь, и даже не январь. Это может случиться в любой момент года. Главное, чтобы у вас было внутреннее намерение и готовность войти в то состояние, в котором вы действительно хотите жить. И сейчас я не буду называть эти формы, но хочу задать вам один очень важный вопрос. В каком состоянии вы хотели бы прожить следующий год своей жизни? Например, это может быть состояние финансового благополучия и внутренней устойчивости. Или вы хотите окунуться в состояние любви, близости и семейной гармонии. Или, возможно, для вас сейчас очень важно состояние материнства,
рождение вашего ребенка, или вам очень хочется быть в состоянии выхода из сложного жизненного периода и восстановления опоры. Или, может быть, вы хотите погрузиться в состояние душевного спокойствия и эмоционального баланса. Или вам сейчас важно именно состояние духовного роста и ясности своего пути. А может быть, сейчас для вас очень актуально состояние именно вашего здоровья, восстановления и бережного отношения к себе. Или вообще вы, может быть, хотите окунуться в состояние нового этапа жизни, обновления и внутреннего перехода. Напишите в комментариях, в каком состоянии вы хотите прожить следующий год. Я отвечу лично каждому и отправлю инструкцию именно под ваше намерение. Каждая инструкция отдельно для каждого состояния. И напоследок я хочу сказать одну важную вещь. Я не обещаю вам чудес, потому что ваша жизнь и ваш путь всегда только в ваших руках. Но я искренне готова быть рядом и помогать вам в вашем намерении. Я от всего сердца желаю вам твердости в выбранном пути и способности оставаться в том состоянии души, которого вы для себя желаете. Совсем скоро на канале выйдет 2 новых видео по ведической астрологии. Мы с вами поговорим о том, что ждет каждый знак зодиака в 2026 году и о том, какие процессы в целом ожидает мир в будущем. Если вам откликается этот разговор, оставайтесь здесь и обязательно включите уведомления, чтобы не пропустить продолжение. Индомания – пространство ведической мудрости. Добро пожаловать в место вашей силы. До новых встреч!